Вот уже 10 лет прошло с момента выхода на экраны душещипательной и трогательной истории о собачьей верности под названием Хатико. Самый верный друг. Несмотря на широкую известность этой истории, ее невозможно не вспомнить в этой статье. Впрочем, не обязательно зацикливаться на Хатико. На самом деле, аналогичные истории, связанные с проявлением нескончаемой верности со стороны собак, происходят гораздо чаще. В этой речь пойдет о немецкой овчарке по кличке Капитан, проживавшей в аргентинском городке Вилья-Карлос-Пас, провинции Николова. Некий Мигель Гузман подарил щенка немецкой овчарке своему сыну. Однако, как это часто бывает, он сам стал настоящим и самым любимым хозяином Капитана. Спустя год Мигель неожиданно скончался. В этот же день собака пропала из дома. По крайней мере, когда родственники Гузмана вернулись домой после похорон, Капитана там уже не было. Хозяева решили, что с собакой что-то случилось. Однако, когда они навестили отца семейства на кладбище в следующее воскресенье, то обнаружили Капитана на могильной плите главы семейства. Собака увидела их и начала выть, как бы жалуясь и оплакивая Мигеля. С тех пор Капитан буквально жил на могиле своего хозяина. Его неоднократно пытались привести обратно домой, однако собака долго там не задерживалась. Каждый вечер в 6 часов она укладывалась на могилу Мигеля Гузмана, где проводила всю ночь. Сердобольные визитеры кладбища и его работники подкармливали Капитана. Так он прожил на могиле целых 10 лет. Там он и скончался, причем совсем недавно. Представители Фонда защиты животных планируют получить разрешение у родственников, чтобы похоронить верного пса рядом с его любимым хозяином. А что вы думаете по поводу этой истории, пишите в комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!